В самом сердце Северной Италии спрятан феномен. Венеция — город, будто зависший над водой, без дорог, без автомобилей, с каналами вместо улиц. Но еще более удивительно другое. Весь этот город буквально опирается на лес. Тысячелетки деревянных свай, вбитых в дно лагуны много веков назад. Как такое возможно? Почему издали кажется, что дома плывут над водой? Это не архитектурная иллюзия, это инженерное чудо средневековья, которое живет и дышит до сих пор. Тем, кто впервые слышит об этом, трудно поверить, как дерево может держать огромные каменные и кирпичные дворцы, церкви и площади. Более 1000 лет назад строители начали вбивать бревна на глубину до нескольких метров в ил и мягкий грунт лагуны. Эти сваи, находясь постоянно в воде, защищены от кислорода и микробов, поэтому не гниют. Дерево фактически перешло в состояние тверже, чем было изначально, и на этих древних опорах вырос весь город. Но почему так не делают сегодня? Почему почти никто не знает этот секрет? Как вообще это не разрушилось за все эти века? И чтобы ответить, нужно спуститься под воду к корням этого города-дерева. Под улицами Венеции находится невидимый лес. Миллионы деревянных свай уходят вниз, создавая фундамент, который не скоро даст трещину. Первые сваи были поставлены еще в эпоху основания города, в раннем Средневековье, когда люди бежали от варварских вторжений и искали убежище на болотистых островках лагуны. Каждое бревно тщательно отбирали. Чаще всего использовали дуб, лиственницу, ольху и орешник. Древесина поступала из лесов Северной Италии и из Адриатики. Бревна вбивали вертикально до тех пор, пока не наткнутся на твердый слой или плотный ил. Там они застывали, словно корни подводного дерева. Почему эти сваи до сих пор держатся? Ключ в анаэробной среде под водой. Без кислорода микроорганизмы не разрушают древесину. Долгие века они остаются практически вечными. Более того, под пластом воды они обмягчают колебания, распределяют нагрузку, поглощают вибрацию от волн и движения судов. В итоге это лес под венецианскими дворцами действует как единый механизм. При этом сваи не стоят отдельно. Между ними прокладывали деревянные балки и доски, создавая черновой настил. На этот настил шел плотный слой глины, затем каменные плиты, кирпич, стены. Так деревом короновали основу всего города. Можно было ожидать, что деревянные опоры прогниют, камни сдвинутся, дома пойдут трещинами, но ничего подобного не произошло. Почему? Ответ кроется в сочетании геологии, гидродинамики и человеческой заботливости. Прежде всего, лагуна — это слабая, но стабильная среда. Движение волн и приливов умеренное, вода защищена от сильных волн открытым морем. Вода держит грунт, препятствует его высыханию, что помогает сваям оставаться влажными. Также песчаные и илевые слои вокруг свай постепенно уплотнялись. Каждый год нагрузки шли своим путем, создавая устойчивую структуру. Со временем жители периодически укрепляли основания. Подсыпали ил, добавляли балластные слои, ремонтировали подножья зданий. Архитекторы работали с контролем веса конструкций, не ставили слишком массивные здания поверх слабых участков. Более поздние ремонтные работы включали инъекции цементных растворов в основание, укрепление береговых линий, устройство подпорных стен. Еще один момент. Лагунная вода – это не агрессивная морская вода. В Венеции смешиваются пресные потоки и соленые воды Адриатики, что уменьшает коррозионное воздействие. Кроме того, сама архитектура городских зданий учитывает усадку. Стены и фундаменты проектировались с учетом микродвижений, с швами, которые могут адаптироваться. Так что ответ. Город держится благодаря гармонии природы и человеческих усилий. Подводный лес, мягкая среда, забота и постоянный ремонт. Но это не все. Дальше раскроем, как все началось и почему это возможно. Чтобы понять, как возникла Венеция, нужно вернуться к темным дням падения Западной Римской империи. В V век варварские нашествия охватывали Северную Италию. Города рушились, правление падало, беженцы искали убежище. Тогда часть населения отступила к болотам и лагунам, местам, которые считались непроходимыми. На суровых островках между болотами они начали строить первые поселения. Деревянные домики, пирсы, небольшие церкви. Эти островки сначала оказались лишенными перспектив. Зыбь, ил, вода под ногами. Но именно они давали защиту. Враг не мог пройти через воду, нельзя было быстро напасть. Постепенно поселения укреплялись, связались между собой мостами и настилами. К X-IX векам лагуна уже приняла форму города. Жители не просто выживали, они строили храмы, каналы, склады. Ключевой момент – они не пытались сразу возвести громоздкие каменные здания. Все шло поэтапно. Сначала легкие деревянные конструкции, затем укрепление, мощение, постепенный переход к более тяжелым материалам. Это позволило системе постепенно адаптироваться. И вот она. Город, родившийся из бегства, превратился в главную морскую республику, культурный и торговый центр Средиземноморья.
Когда деревянный каркас подростки укрепился, жители перешли к облицовке и защите здания от воды и ветра. Камень стал ключевым элементом. Особенно удобен в этой среде истрийский известняк, там плотный, устойчивый к соли и эрозии. На сваи укладывали толстые плиты, кирпич, а фасады покрывали камнем, что придавало прочность и водостойкость. Особенность – соединение между камнем и деревом учитывали подвижность. Каменные блоки размещали на плавающих подложках, слегка смягчающих удары волн. Кирпичные стены проектировали с компенсационными швами, чтобы при микродвижениях не появлялись трещины. Внутренние слои использовали смесь песка и извести, чтобы обеспечить дренаж и легкое смещение влаги. Кроме того, крыши и фасады часто настраивали с водоотводами, чтобы вода не задерживалась у оснований. Дренаж внутри зданий направлял дождевую воду в каналы или специальные водостоки. Таким образом, вода не просачивалась внутрь и не разрушала фундамент. Со временем архитекторы стали добавлять подпорные стены, усиливать борта лагуны и наращивать берега. Каменные набережные, укрепленные волнорезами, защищают от волн и приливов. Постепенно город стал гармонией между деревом и камнем, гибкостью природы и жесткостью архитектуры. Жить на острове среди соленой воды значит решать один из главных вызовов – откуда брать пресную воду? В Древней Венеции не было водопровода или доставки с материка. Все, что могли использовать жители – это дождевая вода. Но как ее сохранить и сделать пригодной для питья? Ответ – гениальная система цистерн, закопанных под площадями. Принцип простой и надежный. В землю укладывали толстый слой глины, который не пропускал влагу. Сверху засыпали фильтрующий слой песка и гравия. Поверхность площади выкладывали так, чтобы дождевая вода стекала к маленьким отверстиям. Они вели внутрь цистерны. Песок фильтровал грязь, а под глиной скапливалась чистая вода. Так каждый двор, площадь или церковь имели свою скрытую скважину. В общей сложности в Венеции было около 600 таких колодцев. Они служили городским резервом питьевой воды на протяжении веков. Даже во времена осады или засухи эти запасы спасали жителей. И хотя сегодня вода поступает централизованно с материка, многие старые цистерны все еще сохранились, правда, в декоративном виде. Их можно увидеть прямо на площадях. Округлые каменные конструкции, которые когда-то были жизненно важными. Даже пресная вода в Венеции – результат сложного инженерного подхода. Но куда уходят сточные воды? Ответ удивляет не меньше, чем система питьевой воды. В городах обычно не видно, куда уходит вода из раковин, душей и туалетов. Но в Венеции все иначе. Здесь большая часть канализации уходит прямо в каналы. Звучит дико, но это не шутка. Со времен Средневековья здесь работала система подземных каналов, называемых гатоли. Это узкие каменные туннели под улицами, которые собирали сточные воды и вели их прямо в воду. Почему так? Потому что прокладывать классическую канализационную систему по зыбкому и влажному основанию было практически невозможно. Вместо этого город полагался на приливы и отливы, которые дважды в день промывали каналы, унося с собой загрязнение. Частично это действительно работало, особенно когда воды было больше, а людей меньше. Но сегодня при современном уровне загрязнения и массовом туризме система уже не справляется. Летом в жару и при низком уровне воды в некоторых районах ощущается запах. Некоторые дома уже оборудованы септиками и резервуарами, которые откачиваются вручную, но большинство все еще сбрасывает стоки прямо в каналы. Такой подход вызывает экологические споры и опасения за здоровье. Тем не менее, именно так Венеция существовала веками. Но как же тогда выглядит жизнь на воде каждый день, если даже канализация проходит под ногами? В Венеции нет машин, автобусов и привычных дорог. Все перемещения по воде или пешком. Основной транспорт – лодки, катера и вапоретто, водные автобусы, курсирующие по основным каналам по расписанию. Есть остановки, маршруты, даже билеты и абонементы, как в обычном общественном транспорте. Передвигаться по городу можно только двумя способами – по мостам или по каналам. Всего здесь более 400 мостов и почти 200 каналов. Одни соединяют районы, другие служат границами кварталов. Парковки, барышметы, причалы. А такси – это частные лодки с мотором, которые вызываются по телефону. Есть даже скорые помощи и пожарные лодки, полностью адаптированные к жизни на воде. Грузовой транспорт – это плоские баржи. На них доставляют продукты, мебель, стройматериалы и даже мусор. У каждой службы свои лодки – полиция, скорая, водопроводная служба. Венеция живет по своим правилам. Туристы часто предпочитают пешие прогулки. Так можно лучше почувствовать атмосферу города. Но для местных вода – это и дорога, и тротуар. Именно в этой повседневности главная особенность Венеции. А теперь представьте, вы студент, живущий здесь. Как добраться до университета? Да, в Венеции есть университет, один из старейших в Италии.
И он, как все остальное, находится прямо над водой. Для студентов это значит каждое утро либо пешком по мостам, либо на Вапоретто, который ходит по графику, как автобус. Опоздал — жди следующего. Лекции проходят в зданиях с видом на каналы, а перемещения между факультетами часто занимают больше времени, чем сами занятия. В городе действуют студенческие общежития, но их мало, и многие снимают квартиры. Аренда дорогая, особенно в туристическом центре, поэтому многие студенты живут в районе Местри на материке и добираются на поезде или автобусе. Это быстрее, чем кажется. Мост Свободы соединяет остров с материком, и дорога занимает около 20 минут. Жизнь студента здесь — это постоянная адаптация к воде. Даже банальные дела, как поход в супермаркет, могут превратиться в логистический квест. Но зато у них есть уникальная возможность учиться в городе-музее. Обед с видом на канал, семинар в здании 15 века, библиотеки в палаццо — все это реальность. Даже образование здесь имеет водную специфику. Но стоит ли так держаться за этот город, если он буквально уходит под воду? Это не поэтический образ, это научный факт. Венеция медленно, но верно опускается. Уровень воды в лагуне поднимается, а грунт, наоборот, постепенно проседает. В среднем на миллиметр в год. Может показаться, что это ничтожно мало, но за вектор это уже целых 4 дюйма. Подъем уровня моря связан с глобальным потеплением и таянием ледников. Кроме того, активность человека в 20 веке ускорила процесс. Откачка грунтовых вод, бурение скважин, рост веса зданий – все эти факторы повлияли на устойчивость. Особенно опасны высокие приливы, так называемые аква-альта. Это периоды, когда уровень воды поднимается выше нормы и затапливает улицы, площади, первые этажи зданий. В такие дни город превращается в отражение воды. Местные уже привыкли, надевают сапоги, раскладывают мостки. Но в долгосрочной перспективе Венеции грозит серьезная опасность. Если уровень моря продолжит расти, нынешних мер может оказаться недостаточно. И именно поэтому власти запустили проект MOUSE – масштабную защитную систему, которая должна спасти город от воды. Но как работает этот щит? Чтобы защитить Венецию от аква-альта, власти Италии запустили один из самых дорогих инженерных проектов Европы – MOUSE. Название — это аббревиатура на итальянском, но звучит как Моисей, что символично цель проекта — раздвигать воду, как в библейской истории. Реально это выглядит так. На дне лагуны установлены огромные ворота из стали, которые поднимаются в периоды особенно сильных приливов и закрывают доступ воды в город. Всего таких барьеров 88. Они размещены на 3 точках входа из Адриатики в Венецианскую лагуну. Когда вода поднимается до критического уровня, ворота заполняются воздухом и поднимаются, образуя стену. Когда уровень воды нормализуется, но опускаются. Идея была предложена еще в 70-е. Работы начались в начале 2000-х. Завершение планировалось за 10 лет, но проект затянулся из-за технических проблем, коррупционных скандалов и протестов. Только в 21 веке система начала работать в тестовом режиме. Первые испытания прошли успешно. Во время особенно сильного прилива в 2020 году MOUSE смог предотвратить затопление центра города. Но проект остается дорогим в эксплуатации и не идеальным. Некоторые специалисты сомневаются, насколько долго он сможет сдерживать природные силы, если климат продолжит меняться. Такой щит – временное решение. Вопрос в том, кто и как будет жить в этом городе дальше, и готовы ли местные мириться с переменами. С каждым десятилетием Венеция теряет жителей. В середине 20 века здесь жило около 120 тысяч человек. Сегодня едва ли больше 50 тысяч. Причины очевидны. Во-первых, высокие цены на жилье. Владельцы предпочитают сдавать квартиры туристам через краткосрочные платформы, чем жить самим. Во-вторых, неудобство быта, вода, отсутствие машин, сезонные наводнения. И, наконец, нехватка рабочих мест, кроме сферы обслуживания. Город становится ареной для туристов, а не местом для жизни. Магазины превращаются в сувенирные лавки, кафе, фотозоны. Некоторые улицы в пиковый сезон невозможно пройти без толпы. Жители устают от шума, толчи и высоких цен, а молодежь просто уезжает. Особенно тяжело молодым семьям. Детские сады и школы есть, но добираться до них сложно. Родители с колясками вынуждены переходить мосты с десятками ступенек. Медицинские и социальные учреждения часто находятся на материке. Многие эксперты предупреждают, если тенденция сохранится, Венеция может превратиться в музей под открытым небом. Красивый, но мертвый. Город, где по вечерам гаснет свет в окнах. Где дома сдаются на недели, а не живут годами. Такой вызов – это не только местная проблема. Это сигнал всему миру. Что происходит с городом, когда туристический поток побеждает повседневную жизнь? Но, может быть, Венеция все же дает нам ответ?
Венеция — это больше, чем город. Это живой урок, книга, написанная на воде и дереве. Она показывает, как человек может жить в самой нестабильной среде, опираясь не на силу, а на гибкость. Здесь веками строили не вопреки природе, а вместе с ней. Не вырывали землю, а приспосабливались к зыбкой лагуне, слушали воду, уважали ее силу. Город научил миллионы. Архитектура — это как-нибудь, это не только фасады. Это устойчивость, это взаимодействие, это понимание, что каждое вмешательство в среду должно быть осознанным. Сегодня, когда климат меняется, уровень воды растет и города сталкиваются с наводнениями, опыт Венеции становится особенно актуальным. Да, Венеция, ты хрупкая, да, она уязвима, но именно в этом под ее сила. Она живет, несмотря на давление, на усталость материалов, на эрозию, на отток населения. Каждый ее камень, каждая свая говорит: мы держимся. И именно за это ее любят миллионы. Можно спорить о будущем города, можно критиковать или восхищаться, но одно ясно: если Венеция исчезнет, это станет потерей не только для Италии, но и для всей цивилизации. Потому что Венеция — это напоминание, что даже на трясине можно построить нечто вечное. И, быть может, это главный ответ на вопрос, который мы задали в самом начале. Как этот город до сих пор держится на воде спустя 1000 лет? Потому что он создан с разумом и выстрадан любовью.